Но земля одна, и все границы начерчены довольно условно. Ну, Поэтому я надо... более оптимистичен, конечно, чем ты. Более оптимистичен, конечно. Поздравляем зрителей канала Романа Гачанова. Старым, как бы, Новым годом еще рановато, конечно, но как бы окончанием старого года, и, конечно, ждем уже и Нового года, и, конечно, хотим, чтобы этот Новый год был лучше, чем она была, может быть, так сказать, в этом году, этот год. Но посмотрим, конечно, трудно, конечно, сказать, но у людей всегда есть желание, так сказать, чтобы все было получше. И я тоже верю в это, что должна быть это, конечно, это следующий год лучше, чем нынешний. Я присоединяюсь, разумеется, к поздравлениям Арни. Вот. Я Роман Качанов, да, у меня есть свой канал, и я бы еще поздравил бы, наверное, зрителей канала Ару ТВ, потому что там тоже выйдет эти поздравления. И я бы хотел, несмотря на то, что у Арни вот такой серьезный в пиджаке, а у меня, значит, тоже серьезные очень снеговики в качестве рогов, вот, я бы хотел поднять серьезный вопрос. Вот такой новогодний серьезный вопрос. Можно сказать, даже теоретический такой вопрос. Вот есть такая теория, что как встретишь Новый год, так и проведешь. Я могу на своем примере сказать, что 2 последних года, ну, надеюсь, это не последние, я надеюсь, что это просто слово, вот, 2 последних года я действительно встречал, а потом совершенно внезапно их также и проводил. Когда был конец ковида и начало 22 года злополучного, да, конец злополучного 21 года был, все было закрыто, еще Европа была закрыта, все было закрыто, были открыты только несколько стран. И меня, значит, судьба занесла в Мексику на Новый год. А поскольку в Мексике не празднуется особо Новый год, ну, это Рождество, а Новый год, ну так, вот, то я спустился в гостинице просто в кафе и думал, смотрел, ну просто стоят, сидят кругом какие-то не очень знакомые люди, мягко говоря, если честно, то совсем незнакомые, вот, ну посетители гостиницы, вот, и работает телевизор, значит, играют песенки на испанском языке. Я думаю, ну вот как из этого всего вынуть, что я проведу в следующий год? Ну, в ресторане, ну хорошо, вести в ресторане. Что я проведу следующий Новый год рядом с телевизором? Ну, это хуже, чем в ресторане, но, в общем-то. И потом в следующем году, оказывается, начинается война в Украине, нападает, значит, Россия на Украину, и я, собственно, вынужденно и добровольно в то же время покидаю Россию и провожу целый год в Испании. Вот. Ну, среди, естественно, тоже не самых знакомых людей и среди испанского языка, который я слушал весь Новый год. Я думаю, бинго. Что надо было, ну, очень сложно представить. Было тогда, когда я был в Испании, заканчивался ковид или ковид, я не знаю, как его правильно ударять, вот, что и здесь все дело в языке. А когда встречали Новый год 23-й, уже встречал его в Испании, в городе, на городской площади, там было много пения и плясок. Но больше всего мне запомнилось во всей этой ситуации, что когда бахали хлопушки, а там было очень много беженцев из Украины. Когда бахали хлопушки, то как-то переставало быть праздничное настроение. Дети, значит, падали на землю, значит, и как-то настроение портилось, прямо скажем, у той части празднователей Нового года, которые были из Украины. Ну и, соответственно, и у остальных тоже настроение не сильно как-то в эти моменты было праздничное, потому что люди понимали, что это реакция людей, которых бомбили перед этим, и они сейчас выехали в свободную мирную Испанию, но память, как говорится, об этом живет, руки помнят, да, и самолеты, и бомбежки, вот это все. И в Новом году, в октябре, я, оказавшись уже в Израиле, за 3 дня до этого оказавшись, я вижу точно так же, люди падают, когда звучит сигнал
воздушной тревоги точно так же ложатся на землю, и, в общем, те же самые хлопушки. Поэтому я к чему это все рассказал. И те же самые хлопушки уже взрываются не в виде хлопушек, а в виде ПВО и ракет террористов, да? Вот. А к чему я это все рассказал? К тому, что действительно, как встретишь Новый год, так и проведешь. И есть еще один нюанс, что самый неожиданный, но при этом самый запоминающийся момент в Новом году во встрече Нового года как-то может неожиданно повернуться. Арни, у вас было такое? Что-то похожее? Случалось? Ну, конечно, я не очень большой такой в этом плане поклонник всяких там празднований, конечно, я мало праздную, как бы, но что, как бы, жизнь есть жизнь, видишь, ты как бы правильно говоришь, что, так сказать, уходит старый год, как бы, здравствует, так сказать, жопа Новый год, понимаешь, это, конечно, бывает так, конечно, да, но, видишь, мне как бы уже как бы в уходящем году понравилось, что вот какой-то старик из Донбасса, как бы фашист из Донбасса, там заявил Владимиру Владимировичу Путину, что вы очень нужны нашей промышленности, Владимир Владимирович. Захватил его за рукава и стал тащить туда, в Донбасс. И, конечно, Путин, конечно, как бы, просто был как бы в панике, понимаете. Что, как бы, на что хотят не пустить промышленности Донбасса? То ли на удобрения, то ли на абажуры, как бы, непонятно, понимаешь. Но хорошая примета, да, как бы, время уже пришло, конечно, и Владимир Владимирович, конечно, тоже уже надо пустить, так сказать, промышленности, и использовать его промышленность, чтобы 23-й год уже как бы порадостнее было у нас. Ну вот, видите, Арни, вы увидели тоже, увидели то, что, возможно, сбудется из вашего ощущения Нового года. Да я всем нашим благодарным подписчикам Ару ТВ, моего канала, вот, может быть, на вашем тоже выйдет. Вот, я желаю хорошего Нового года. Вот, вам, Арни, желаю Нового года хорошего. И чтобы вот и как-то правильно его встретить, чтобы вот эта рифма прозвучала потом в следующем году тем, что наступит мир и что наступит благоденствие, наконец, после Ну, у ковида. нас-то все хорошо, Роман, у нас все хорошо, у нас все как бы прекрасно. Арни, И будет прекрасно и в следующем году, может быть уверенным. Но, конечно, есть другие люди, которые не все прекрасно, конечно, мы хотим им, конечно, добра, хотим, чтобы война закончилась, чтобы началась мирная жизнь, и люди уже могли бы заниматься своими семьями, заниматься своим будущим. Вот это самое главное. Здоровье, мир – это самое главное, конечно. ну, я бы еще, наверное, несмотря на то, что Новый год такой светлый праздник, Рождество, да, и Ханука тут у нас было, тоже просвет, все, да, просвет, который в конце туннеля, в конце те самые длинные ночи появляется свет, все просвет. Вот. А я бы еще пожелал быть аккуратнее с желаниями, потому что они сбываются, и чтобы, да, наступил мир. И, к сожалению, вот и еще, ну, как сказать, тут тоже не питать по этому поводу иллюзий. Шар круглый, да, земной шар круглый. Все границы нарисованы, людьми, и они все довольно условные. В Европе сейчас идет война, на Ближнем Востоке идет война. Вот, и ощущение, дай, конечно, ну, как говорится, дай Всевышний, и дай Новый год, чтобы все чувствовали себя конкретно в том месте, где они находятся в мире, да, как вы сказали, Арни. Вот, что у вас все в порядке. Но Земля одна, и все границы начерчены довольно условно. Ну, Поэтому я надо... более оптимистичен, конечно, чем ты. Более оптимистичен, конечно. Я, конечно, верю, что все-таки нынешний период – это такой временный период. Конечно, использовали там они эту ситуацию, получили по носу,
по носу получили. Если вы слышали, даже китайские руководители уже там отказались от такой воинственной риторики, говорят, что не готовы. Они не готовы как бы, вести никаких войн. Это хорошая как бы, новость. Я бы другим диктаторам тоже посоветовал там, не заниматься там, всякими войнами. Получите по носу, как бы, и как бы, ничего хорошего как бы, для вас не будет, конечно. Но посмотрим, конечно. Новый год еще впереди, конечно, и посмотрим, что там получается. Но я оптимистичен. Да, я бы тоже хотел бы еще из оптимистичного сказать, что мне вообще очень нравится цифра 24. Мне кажется, что вот такая цифра 24, она какая-то круглая, на все делится, на 12, на 2. Вот. И я думаю, что в 24 часа, опять же, в сутках, получается, что 24 час заканчивается и начинается новый день. Мне кажется, что в 24 году все наладится. Вот. Да. Ну, как говорится, не говори о своих желаниях, а то не сбудутся. Поэтому просто желаем всего хорошего на Новый год. Да, конечно. Да. Вот я просто напоминал бы, что как бы, политологи говорят, что в следующем году огромное количество выборов. Огромное количество выборов везде в мире. Очень важные, конечно, выборы там всякие в Америке, там и в России, и в других как бы, странах. Это тоже как бы, меня как бы, на оптимистический лад ведет, потому что, конечно, выборы – это какие-то обещания, там, лучшей жизни для народа. Но это же надо делать, понимаете, а то не выбирают. Поэтому вот такая надежда, что все-таки следующий год будет получше. Ну, я думаю, мы могли бы еще развивать, но мы закруглимся, поскольку у людей новогоднее, предновогоднее состояние, мало времени. Лучше будем краткие, а остальные свои глубокие и тонкие мысли мы озвучим в следующем году на наших каналах. Обязательно, обязательно. Всего доброго, с Новым годом. Да, всем как бы, хорошего Нового года.